Когда молодая девушка, работающая в приюте для животных, решает усыновить самую уродливую собаку, от которой все отказались в приюте, ей приходится столкнуться с множеством критики, но она игнорирует критиков и все же усыновляет эту собаку, не подозревая, что вот-вот произойдет нечто удивительное. Джун выполняла свои обязанности в приюте для животных, когда туда вошла семья из 4 человек, пара и 2 детей. Дети разбежались по комнате, а родители ждали работника, который проведет их и расскажет все, что нужно знать об усыновлении пушистого питомца. Затем они обошли приют, заглядывая в каждую клетку в поисках пушистого компаньона для усыновления. Они увидели много милых собак, готовых к усыновлению, но в конце концов остановились у дальней клетки, где свернулся калачиком старый пес. У него была спутанная шерсть, обвислые глаза и кривая улыбка, совсем неприглядный вид. Эта собака не привыкла к посетителям около своей клетки, поэтому, заметив их, поднялась и обнюхала. Когда 2 детей подошли к родителям, они поморщили носы с отвращением. «Папа, нет!» — воскликнул младший ребенок. «Он такой уродливый!» — сказал другой. Их отец, мистер Ричардс, предупредил свою дочь Эллу, что так говорить некрасиво, но мальчики продолжали настаивать на своем, что собака уродливая, и они ее не хотят. Все внимание было приковано к ним, и пес, должно быть, уловил это нежелательное отношение, так как свернулся калачиком в углу и накрыл морду лапами. Семья перешла к следующей клетке, а тем временем Джун наблюдала за ними. Ей не понравилось, как дети отвергли эту собаку из-за ее внешности. Она видела, как эту собаку снова и снова не усыновляли, как все, кто приходил в приют, обходили ее стороной. Собаку никогда не удерживали в новом доме дольше 3 дней. Это расстраивало Джун. Все уже потеряли надежду пристроить эту собаку, считая ее слишком непривлекательной для усыновления. Но в тот день слова детей задели ее за живое. Она сама знала, что значит считаться нежеланной и неприглядной. Как только семья забрала понравившуюся им собаку, и все посетители ушли, Джун подошла к лохматому псу. Последние посетители лишь покачали головами и пробурчали, что эта собака слишком уродливая, прежде чем уйти. Джун просто вдохнула и пообещала себе, что это будет последний раз, когда кто-то смотрит на этого пса свысока. Она опустилась на колени рядом с ним и посмотрела ему в глаза. У пса было лицо, которое могла полюбить только мать. Но Джун видела то, что скрывается за внешностью. Она видела в его глазах свое маленькое альтер-эго, всю ту травму и все пережитое. Она помнила, каково это — быть другой. «Привет, дружок», — прошептала она, почесывая его за ушами. «Хочешь пойти со мной домой?» Пес благодарно замахал хвостом, словно отвечая Джун. Приятно, что хоть кто-то проявил любовь. То недолгое время, проведенное с псом, было для нее всем. Сердце Джун разрывалось от жалости к бедняге, а она не могла вынести мысли, что он одинок и заброшен, и, не раздумывая, решила усыновить его. Она пошла к управляющей Софи и сообщила ей о своем желании. Софи была поражена и спросила Джун, уверена ли она, что хочет усыновить эту собаку, напомнив, что все, кто проявлял к ней интерес, вскоре возвращали ее обратно. Она уже потеряла надежду, что для этой собаки когда-нибудь найдется дом. Коллеги Джун, услышав их разговор с управляющей, тоже пытались отговорить ее от усыновления. «Зачем тебе именно эта собака? Ты можешь взять милого пса, вот как Смайли», — предложила одна из сотрудниц. «Я хочу этого», — настаивала Джун. «Но почему? Когда я увидела, как дети назвали ее уродливой прямо ей в лицо, это разбудило во мне чувство сострадания. Я могу соотнести себя с ее борьбой и жаждой принятия и любви. Я хотела бы дать ей все это», — объяснила Джун. Ей потребовались все силы, чтобы не расплакаться перед ними, открыто излагая свои чувства, это было для нее непривычно.
История этой собаки пробудила в памяти Джун тот период в жизни, когда она сама чувствовала себя нежеланной. Выросшая приемным ребенком другой расы в белой семье, она часто ощущала, что не вписывается, что всегда находится снаружи, наблюдая. Ее приемные родители ни в чем ее не упрекали, они были лучшими, о каких только можно мечтать, но, будучи единственным ребенком другой расы в окружении, где она не видела никого похожего на себя, она сильно сомневалась в своей красоте. Даже когда приемная мать уверяла ее в обратном, частичка души все равно чувствовала себя другой. Одноклассники в средней и старшей школе только усугубляли ситуацию. По крайней мере, в колледже было лучше, там она нашла много друзей, похожих на нее. Но всю ту любовь, которую она испытывала, смыло несколько месяцев назад, когда она рассталась с женихом, узнав, что он ей изменял. Это событие отбросило ее далеко назад на пути самопринятия, и она снова оказалась на исходной точке, чувствуя себя нежеланной и недостаточно хорошей. Чувство отверженности и одиночества стали ее постоянными спутниками, сформировавшими ее представление о себе и окружающем мире. Единственным местом, где она чувствовала любовь, был приют для животных, где она ухаживала за питомцами. Забота о животных в приюте исцеляла ту ее часть, которая нуждалась в том, чтобы о ней самой позаботились. Джун и не подозревала, что усыновление уродливой собаки сделает именно это – позаботиться о ней самой. Все были поражены ее историей. У Софи не осталось выбора, кроме как позволить Джун забрать пса. «Надеюсь, ты не пожалеешь об этом», — сказала Софи. «Я уверена, что нет», — с гордостью ответила Джун. Она знала, что даже уродливый пес, если дать ему шанс, может стать лучшим компаньоном, что многие считали невозможным. Она видела за внешностью потенциал любви и товарищества. Игнорируя критику со всех сторон, Джун твердо вывела своего пса из клетки на поводок, готовясь к приключениям, которые их ждали. Скрапи. Она отвезла его домой и назвала Скрапи. Она не могла дождаться, чтобы дать ему всю любовь и заботу, в которых он так нуждался. Скрапи был вне себя от радости, что нашел любящий дом вместе с Джун. Со временем между ними образовалась нерушимая связь. Джун поняла, что, несмотря на внешность, Скрапи имел сердце, полное любви и преданности. Она брала его с собой в приют по утрам на работу, а вечером возвращалась с ним домой, где часами занималась его расчесыванием. Когда она выгуливала его в парке, люди косо смотрели на них. Но Джун было все равно, пока она видела красоту за физической оболочкой Скрапи, ничто другое не имело значения. Они стали неразлучными друзьями, приносящими радость и счастье в жизнь друг друга. Вместе они делили приключения в парке, ленивые послеполуденные часы в тепле товарищества. Некогда грустные и поникшие глаза Скрапи теперь искрились благодарностью. Его шерсть становилась все лоснистее, а хвост вилял от радости быть любимым. Он преобразился, и все могли это видеть. Для Джун Скрапи был больше, чем просто обычная собака. Она обрела в нем терапевтического пса и лучшего друга. Скрапи замечал, когда у Джун случались нервные срывы, и оставался рядом, утешая ее. Затем они валялись, обнявшись, и засыпали. Видеть его рядом убеждало Джун, что она не одна. Скрапи не был дрессированным, но дарил самые утешительные объятия. Джун обожала его присутствие в своей жизни. Это казалось божьим даром в обличье пса. Однажды во время смены Джун наткнулась на листовку с объявлением о конкурсе на самую уродливую собаку мира. Конкурс должен был отметить уникальную красоту таких собак, как Скрапи в соседнем городке. Разглядывая листовку, к ней подошла коллега. Заметив листовку в руках Джун, она громко рассмеялась: «Только не говори, что собираешься участвовать в этом конкурсе. Твоя собака уродлива, но это не значит, что она выиграет звание самой уродливой собаки в мире», — съязвила коллега.
Джун проигнорировала ее замечание. Она никому не позволит отговорить ее от участия со Скрапи в конкурсе. Она подавала заявку, чтобы люди увидели, что каждая собака по-своему красива. Она хотела, чтобы Скрапи понял, что он не одинок, и встретил других необычных собак, завел друзей. Ее приоритетом было показать Скрапи, что он не один такой. Главное было не победа, а участие, хотя если бы они и выиграли, это стало бы приятным бонусом. Настал ясный солнечный день конкурса, идеальная погода для мероприятия, прославляющего нестандартную красоту. Джун проснулась рано утром, ее сердце трепетало от волнения и предвкушения. Она посмотрела на все еще сладко спящего Скрапи, который и не подозревал о грядущем дне. Она нежно улыбнулась и взлохматила его шерсть. «Сегодня твой день, Скрапи», — прошептала она. Скрапи замахал хвостом, будто отвечая: «Нас ждет так много веселья». Они отправились в путешествие в соседний городок, где проходил конкурс. Прибыв на место, они оказались на оживленном празднике, под открытым небом, в окружении смеха, запахов попкорна и сахарной ваты. Конкурсная площадка была украшена баннерами и воздушными шарами, восхваляющими неординарную красоту. Здесь эллировали собаки самых разных видов и размеров, их владельцы светились от гордости, дети и собаки резвились вокруг. Джун зарегистрировала Скрэпи, и они заняли свое место среди участников. Они увидели самых разных собак, у некоторых были кривые ухмылки, у других торчащая во все стороны шерсть, а у некоторых глаза смотрели в разные стороны. Но каждая из них была особенной, собакой, каждую любили, и это было самым главным. Толпа не могла не таращиться на уникальную внешность Скрапи. Конкурс начался, и каждую собаку вызывали на сцену. Толпа приветствовала каждого участника радостными возгласами и аплодисментами. Скрапи с любопытством наблюдал, как собаки одна за другой выходили на сцену, а его большой глаз широко распахивался от удивления. Затем настала его очередь. Джун вывела его в центр сцены. Скрапи оглядел море лиц, его единственный глаз расширился от изумления. Джун почувствовала, как его тело напряглось, но она ласково подбодрила его: «У тебя все получится». Скрапи сделал шаг вперед, потом еще один. Он двигался ломаной, но грациозной для него походкой. Судьи внимательно наблюдали, их лица выражали смесь веселья и умиления. Скрапи дошел до конца сцены и сел. Его хвост радостно стучал по полу. Судьи посовещались между собой, кивая в знак согласия. В Скрапи они увидели то же самое, что всегда видела Джун – сердце, полное любви. Джун выступила вперед и рассказала судьям их историю. Услышав невыдуманный рассказ о том, как нежеланного Скрапи, который невольно помогал Джун справляться с эмоциональными срывами, у судей навернулись слезы. Уверенность Джун и обаятельная личность Скрапи быстро покорили всех. К всеобщему удивлению, уникальная внешность Скрапи стала его самым большим преимуществом. Его любящая натура и особая связь с Джун очаровали судей. Наступило время награждать собак, и всех участников снова вызвали на сцену. Хотя Скрапи и не выиграл главный приз самой уродливой собаки в мире, судьи присудили ему титул самой вдохновляющей собаки конкурса. Он действительно был особенным. Толпа разразилась овациями в честь пса, который покорил всех сердца. Джун обняла Скрапи. Ее глаза были полны слез радости. Они это сделали. Они показали миру, что красота не стандарт, а чувство, которым нужно делиться. Когда они сходили со сцены, к ним подошла маленькая девочка. Она с восхищением уставилась на Скрапи широко распахнутыми глазенками. «Он красивый», — сказала она. И Джун поняла, что победа Скрапи — это нечто большее, чем трофей. Это весть надежды. После конкурса Скрапи стал своего рода местной знаменитостью.
История когда-то нежеланного пса, который завоевал сердце многих, быстро распространилась как лесной пожар. Их невероятная история вдохновила множество людей по всему миру. Встречая Джун и Скрапи на прогулках, люди просили сфотографироваться с ними и делились своими историями любви к изгоям. Они внушали надежду многим, доказывая, что истинная красота кроется в сердце и душе, а не во внешности. Джун и Скрапи продолжали менять жизни других, посещая больницы, дома престарелых и школы, распространяя любовь и радость повсюду, где бывали. История Скрапи напоминала людям смотреть глубже физических оболочек и принимать красоту доброты и сострадания. В конце концов, решение Джун усыновить самую уродливую собаку привело к чему-то поистине удивительному. Путь Скрапи от брошенного и нежеланного щенка к вдохновителю тронул многие сердца. Вместе Джун и Скрапи показали миру силу любви, принятия и невероятную связь между девушкой и ее собакой. Джун и не догадывалась, что они оба обретут семью в таком неожиданном месте. Какой невероятный финал! Знаете ли вы какие-нибудь вдохновляющие истории о людях и их пушистых друзьях? Не забудьте поделиться ими с нами в комментариях ниже, мы с радостью послушаем. А пока все. Спасибо, что посмотрели видео. Увидимся в следующий раз.